Добро пожаловать снова в специальный репортаж. Президент Украины Владимир Зеленский. Господин президент, спасибо за время сегодня, особенно в этот день, чтобы продолжить это интервью. Президент Трамп сказал после вашей встречи, что вы проявили неуважение к нему и вице-президенту и всей Америке в овальном кабинете. Вы считаете, что вы это сделали, и считаете ли вы, что вы должны извиниться перед президентом Трампом? Большое спасибо. Прежде всего, спасибо за приглашение, за этот диалог и добрый вечер всей вашей стране, всем американцам. Я очень благодарен американцам за всю вашу поддержку. Вы сделали очень много. Я благодарен президенту Трампу и Конгрессу двухпартийной поддержке. И я всегда был очень благодарен всем нашим людям. Вы очень помогли нам с самого начала. В течение 3 лет полномасштабного вторжения. Вы помогли нам выжить. И вообще, мы стратегические партнеры. И даже в таком жестком диалоге. И я думаю, мы должны быть очень честными и мы должны быть очень прямыми, чтобы понимать друг друга, потому что это для нас очень необходимо президенту Трампу. И я со всем уважением отношусь к тому, что он хочет закончить эту войну, но никто не хочет закончить больше, чем мы. Потому что мы в Украине, мы находимся в этой войне, мы находимся в этой битве за свободу, за наши жизни. Так что я просто говорю, что я думаю, что мы должны быть на одной стороне. И я надеюсь, что президент на нашей стороне вместе с нами. И это очень важно, чтобы остановить Путина. И я много раз слышал от президента Трампа, что он остановит войну. И я надеюсь, что он это сделает, и нам нужно давить на него с Европой, со всеми партнерами. И я думаю, что этот диалог должен был быть немного раньше, чтобы понять, где мы находимся. Как, знаете, я точно не помню, но как президент Рейган сказал, что мир — это не просто отсутствие войны. Да, мы говорим о справедливом и прочном мире, о свободе, о справедливости, о правах человека. И вот почему я сказал, что я так думаю, что прекращение огня. И вы знаете Путина, он нарушал прекращение огня 25 раз за все эти годы, 10 лет. Так что я не слышу от вас, господин президент, мысли, что вы должны извиниться перед президентом. Нет, я уважаю президента и уважаю американский народ. И если я думаю, что мы должны быть очень открытыми и очень честными, и я не уверен, что мы сделали что-то плохое. Я думаю, может быть, иногда некоторые вещи мы должны обсуждать вне СМИ, при всем уважении к демократии и свободным СМИ. Но есть вещи, где мы должны понимать позицию Украины и украинцев. И я думаю, что это самое главное. Да, мы партнеры, вы знаете, мы очень близкие партнеры. Мы должны быть честными, мы должны быть очень свободными. Мне сказали, что вам неоднократно говорили законодатели на Капитолийском холме и в Белом доме, чтобы вы сегодня выступили по поводу сделки по минералам и экономической сделки, а затем подписали ее и дали возможность переговорам о гарантиях безопасности идти шаг за шагом. Это правда. Я сказал, что мы должны подписать этот документ, и мы готовы к этому. И это будет первый шаг к гарантиям безопасности. Но этого недостаточно. Я так думаю. Может быть, я чего-то не знаю. Я не знаю каких-то деталей. Поэтому я хотел поделиться с президентом своими мыслями и услышать его. Опять же, потому что у него есть план, как остановить Путина. И может быть, как я уже сказал, может быть, это не для широкой аудитории, но мы должны этим поделиться. Знаете, это так рискованно. Знаете, просто прекращение огня без гарантии безопасности, это так рискованно для нашего народа. Я говорю как президент народа, который борется уже 3 года, и они просто хотят услышать, что Америка на нашей стороне и что Америка останется с нами, а не с Россией. С нами. Вот и все. Но я уверен, что так и будет. Это первый шаг к гарантиям безопасности. Европейцы, нам не нужно их терять. Они хорошие союзники для Соединенных Штатов.
Соединенные Штаты являются самым большим или самым большим гарантом поддержки и мира. Но нам не нужно терять Европу. И они также хотят знать, что будет потом. Мы должны быть очень открытыми, чтобы понять, как остановить войну. Правильно. Но как вы думаете, публичная перепалка в овальном кабинете перед СМИ пошла сегодня на пользу украинцам? Я думаю, что такого рода перепалка. Я имею в виду, это нехорошо для обеих сторон в любом случае. И я очень открыт, но я не могу, вы знаете, изменить наше украинское отношение к русским. И я не хочу, чтобы они убивали нас за нас. Знаете, это очень ясно, что американцы – лучшие из наших друзей, европейцы – лучшие из наших друзей, а Путин с русскими – враги. И это не значит, что мы не хотим мира. Мы просто хотим признать реальность, реальную ситуацию. Президент Трамп убежден, что вы никогда не подпишете сделку с Владимиром Путиным. Он прав. Нет, я так думаю. Что я думаю? Украина хочет мира, и мы его получим. Мы в любом случае получим дипломатию. Мы проведем переговоры. Я только это сказал. Я так думаю. Речь идет о справедливом и прочном мире. Это значит, что мы должны быть очень сильны за столом переговоров. И на этих переговорах должны быть Украина и Россия, как стороны этой войны, и США и Европа. Вот что я сказал. Итак, мы готовы к миру, но мы должны быть в сильной позиции. Что это значит? Это значит просто знать, что наша армия сильна, что наши партнеры с нами, и что у нас есть гарантии безопасности. Разве я не прав? Покидая Белый дом сегодня, президент Трамп сказал это. Он хочет продолжать бороться. Он хочет вернуться прямо сейчас, но я не могу этого сделать. Что вы об этом думаете? Вы хотите продолжать бороться? Вы хотите мира? И если бы у него была возможность вернуться в Белый дом прямо сейчас, вы бы это сделали? Нет, прежде всего, мы хотим мира. Вот почему я в Соединенных Штатах. Вот почему я посетил президента Трампа. И спасибо за приглашение еще раз. Сделка по минералам – это первый шаг к гарантиям безопасности. Она служит миру, это путь к миру. Вот почему я здесь. И у нас сложная ситуация. Понять это, значит быть в Украине. Ты видел это, Бред? Ты был в Украине. Спасибо еще раз. Поэтому я думаю, что очень важно понимать, что происходит. Но я уважаю своих солдат и наш народ, наших гражданских, которые работают и поддерживают наших воинов. Я не могу сказать просто стоп. Никто не остановится, потому что все боятся, что Путин вернется завтра. Мы хотим справедливого и прочного мира. Это правда. Мы хотим гарантии безопасности. Мы поднимаем тему о НАТО как самый быстрый способ, но не все страны согласны. Я сказал, ладно, если не НАТО, никто не давит. Если не НАТО, давайте создадим НАТО на Украине. Это моя позиция. Европейцы готовы иметь контингенты на нашей территории, европейский сапог на украинской земле. Соединенные Штаты думают, что помощь-поддержка США должны быть просто гарантией того, что они с европейцами. Посмотрите на Европу. Она сильна. Она стала сильнее. Но они также хотят иметь союзников, таких как США. Вот что я сказал. Я просто хочу понять, что такое мир. Это не мой вопрос. Брэд, это вопрос всех наших людей. Вы упомянули, когда я ездил с вами на передовую в прошлом году, чтобы увидеть ситуацию, отметить годовщину войны. И вот что вы мне тогда сказали. Выживут ли украинцы без поддержки Конгресса? Конечно. Но не все мы. Это будет трагедией для всех нас, не только для Украины, не только для украинцев, для всей Европы. Поэтому вопрос сегодня в том, сможет ли Украина выиграть эту войну или сдержать Россию без дальнейшей поддержки США. Нам будет трудно. Вот почему я здесь. Вот почему мы говорим о будущих переговорах. Без вашей поддержки будет трудно. Но мы не можем потерять наши ценности, наших людей. Мы не можем потерять нашу свободу. Поэтому много людей, россиян, вторглись на нашу территорию. Вы знаете это. Русские приходили к нам в дома. И все это видели, видеозаписи, много всего. Они убили много людей. Просто это забыть. Просто сказать, что Путин отличный парень. Нет, без нас. Мы этого не хотим.
Вот почему мы говорим о том, что все помнят, как это было в первые дни войны, как они вторглись. Никто не хочет в Украине, да, конечно, никто этого не забудет, но никто не хочет новой волны оккупации. Вот почему, когда мы говорим, если не НАТО, то какие гарантии безопасности мы можем иметь? Я не давлю. Мы не давим. Мы просто спрашиваем. Мы просто делимся очень четкими сообщениями с нашими друзьями, с американцами. Если вы останетесь с нами, большое спасибо. Но давайте сделаем инфраструктуру гарантии безопасности. Давайте просто поделимся с нашими людьми, просто с нашими людьми, что Америка остается с нами. Это здорово. Мы на это рассчитываем. Просто поделиться этим и озвучить это. Вот и все. Как закончить войну? Как прийти к соглашению? Сейчас вы находитесь в ситуации, когда нет никакого соглашения. Как вернуть все на круги своя? Я думаю, что Европа готова к непредвиденным обстоятельствам и помочь нам с финансированием большой армии, такой большой, какая есть у нас сейчас. Это наша армия, часть гарантий безопасности. Теперь мы хотим просто найти место для нашего самого большого стратегического партнера для Соединенных Штатов, или Соединенные Штаты предложат, где и как Соединенные Штаты дадут нам гарантии безопасности, какого рода и какую часть объема гарантий безопасности. И когда мы будем готовы к этому, мы придем к дипломатии. К дипломатии с россиянами, европейцами, Соединенными Штатами и нами вчетвером. Я думаю, это реальный путь. Потому что с помощью только оружия это слишком долго, этого недостаточно. У нас недостаточно оружия, чтобы вытеснить их. И мы не видим сейчас пока, мы не видим достаточного объема новой поддержки от США. При всем уважении, на сегодня мы будем готовы миру только с гарантиями безопасности. На самом деле, когда я говорю НАТО, речь не о том, что мы зациклены на этой войне. Речь о вполне понятной инфраструктуре гарантий безопасности. И вы видите, что ни одна страна НАТО на сегодняшний день, ни одна страна НАТО не подверглась нападению. Сенатор Линдси Грэм, республиканец из Южной Каролины. Он был большим сторонником вас и Украины. Сказал это сегодня после встречи. Я никогда не был так горд за президента. Я был очень горд за Венса, который отстаивал нашу страну. Мы хотим быть полезными. То, что я увидел в овальном кабинете, было неуважением. И я не знаю, сможем ли мы когда-либо снова вести дело с Зеленским. Ему нужно либо уйти в отставку и прислать кого-то, с кем мы сможем вести дело, либо ему нужно измениться. Поэтому он говорит, что вам нужно продолжать думать об отставке. Это на столе. Я не знаю, будет ли он счастлив после моих слов. Это решение может принять только народ Украины. Вы не собираетесь уходить, чтобы заключить мирное соглашение? Нет, я собирался. Я всегда был готов. Но я не уверен, что это хорошая идея. В любом случае, я всегда говорил, что если США поддержат вступление Украины в НАТО, я думаю, что для Украины этого было бы достаточно. Так что я думаю, что я сделал все, что должен был сделать. И если кто-то мной недоволен, окей. Но между нами, да, американцы голосуют за американского президента. Каждая европейская страна голосует за своего президента, и только Украина. При всем уважении к Линдси. И что Америка хочет определять, кто будет президентом Украины. Democrats have had the opposite reaction to the Oval Office meeting. Democratic Senator Chris Murphy from Connecticut posted this. У демократов была противоположная реакция на встречу в овальном кабинете. Демократический сенатор Крис Мёрфи из Коннектикута опубликовал это. То, что только что произошло в овальном кабинете, было спланированной засадой, призванной помочь жестокому российскому диктатору и нанести ущерб безопасности Америки. Трамп стал ручным псом Путина, а глобальная мощь Америки истекает кровью, поскольку Америка встает на сторону диктаторов, а не демократии. Какой позор! Думаете ли вы, что сегодняшняя конфронтация в овальном кабинете была заранее спланирована, как предполагает сенатор Мёрфи? Я не знаю. Вы не знаете? Вы думаете, может быть? Я не знаю. Нет. Я не знаю. Я в теме, но я об этом не знаю. Я думаю, нет. Я думаю, это была просто действительно сложная ситуация, потому что мы были очень открытыми, очень прямыми. Что вас вывело из себя? Что вас разозлило? Почему они сказали, что Вашингтон неприемлем?
Это не о безумии, это не так. Брэд, как сказать, когда ты в Соединенных Штатах и, например, президент или вице-президент или кто-то еще или сенаторы, неважно, крупные политики, да. Когда они, например, говорят, что Украина почти уничтожена, что наши солдаты разбежались, что они не герои, что Украина потеряла миллионы мирных жителей, что его президент – диктатор, понимаешь? Какова реакция? Это не обо мне. Реакция такая, где наша дружба между Украиной и Соединенными Штатами? Где это чувство? И вот почему я не хочу терять наших замечательных партнеров в Соединенных Штатах. И я только что сказал, что это уже не в первый раз. Я сказал это по телефону. У нас были и другие разговоры. У нас были встречи в Мюнхене. И я сказал, пожалуйста, пожалуйста, будьте корректны. Я хочу быть очень вежливым. Я имею в виду, будьте корректны на этот счет. Когда вы говорите о цифрах, важен каждый человек. Когда вы говорите о миллионах потерь, у нас нет никаких миллионов потерь. Когда вы говорите о территориях, может быть, в некоторых территориях и деревни это не просто территории. Это дома. Это жизни людей, понимаете? Их отцы, матери, их родственники, деды, они погибли на этой войне. Никто не хочет прощать Путина. Это не смешно, это не сказка. Это реальная жизнь. Вот что я сказал. И когда вы повторяли это много раз моим друзьям, и даже здесь, и затем они снова начинают толдычить одно и то же. Я думаю, что это не так, я имею в виду, что я сказал, что это дурной тон между хорошими партнерами и друзьями. Вот и все. И я думаю, что если журналисты задают вопросы президенту, при всем уважении к вице-президенту, я имею в виду, что для этого у него есть его интервью, а это наш диалог. Разве этот диалог, если вы действительно собираетесь быть таким, не должна быть за закрытыми дверями? Нет, конечно. Так вы жалеете об этом? Вы жалеете, что это произошло сегодня? Сожалеете? Да, я думаю, что это было нехорошо. Я думаю, что это было нехорошо, потому что у нас было много разных диалогов. Я открыт для СМИ, но есть очень деликатные вещи. Я просто хочу быть честным и просто хочу, чтобы наши партнеры правильно поняли ситуацию. И я хочу сам все правильно понять. Это про нас. Не терять нашу дружбу. Еще пара вещей. Какие следующие шаги вы себе представляете? Какие следующие они? Я думаю так. Соединенные Штаты очень хотели эту сделку, и мы не были против этой сделки, но мы хотели понять, какую часть в этой сделке будут составлять гарантии безопасности, если эта сделка состоится, и какими будут следующие шаги. Просто еще раз, чтобы для нашего народа важно понять, во время войны, что вам не нравится, даже вы иногда ненавидите сюрпризы. Это понятно. Эта война принесла нам много ужасного. Поэтому мы не хотим никаких сюрпризов. Да, именно поэтому мы хотим быть предельно честными с нашими партнерами. И я думаю, что эта сделка, она была подготовлена командами. Это было не просто в течение недель, и теперь она готова. Я думаю, что мы должны ее подписать, министры должны подписать. Вот и все. Я не знаю, когда они это сделают. Это зависит от американской стороны. Так что в сделке по минералам не было указаний на гарантии безопасности. Как части сделки. Гарантии безопасности. Да, это часть сделки в части инфраструктуры гарантии безопасности. Потому что, например, президент Трамп сказал, что я так думаю, что это будет сделка о некоторых производствах о минералах, о том, что Путин никогда не придет на эту территорию, где мы находимся. И я сказал ему, не доверяй Путину. Почему? Я сказал, потому что Путин врет. Мы уважаем и верим в силу Соединенных Штатов. Но я ему сказал, что у нас более 20 компаний, американских компаний, крупных компаний на территории Украины. И у нас были ваши офисы, даже на временно оккупированных территориях. Came and occupied it. That's what I said. I think this is a great idea how to strengthen Ukraine and how to make business between two countries, how to make additional Для Путина это не имеет значения.
Американская это компания или европейская, или украинская, не имеет значения. Он просто пришел и оккупировал это. Вот что я сказал. Я думаю, что это отличная идея, как укрепить Украину и как сделать бизнес между двумя странами, как создать дополнительные рабочие места для двух стран. Но не только нас спасет. Я прочитал, что сказал сенатор-демократ, что Трамп стал щенком Путина. Согласны ли вы с тем, что президент Трамп слишком близок к Владимиру Путину в вашем представлении? Мы говорили об этом. И я думаю, что сегодня президент Трамп очень открыто сказал, что я хочу быть посредником, иначе я не посажу этих ребят за стол переговоров. И он прав. Я действительно хочу быть очень честным, я действительно хочу, чтобы он был больше на нашей стороне. Я объясню почему. Потому что война началась не просто где-то между нашими странами. Война началась, когда Россия принесла эту войну в нашу страну. И они не правы, Они не уважали нашу территориальную целостность. Они принесли войну на нашу территорию, в наши семьи, извините за повторение, в наши дома. И они не правы. И, конечно, все украинцы хотят услышать сильную позицию США на нашей стороне. С одной стороны, это понятно. С другой стороны, он хочет найти какой-то путь диалога с Путиным. Americans are worried about where the money has gone. Will there be a very rigorous accounting of Но он where всегда money говорил, has gone? насколько я Seems помню, like он всегда there is говорил, some что question мир about через whether силу. there's И вот corruption почему я or думаю, что он sold, силен, Соединенные Штаты military сильны, equipment. две партии It's вместе в gotta be этом so. вопросе. 100 Две партии всегда вместе против we России. have Вы got очень during сильны, 3 чтобы years, предпринять решительные шаги против Путина. Now, on the paper, in the documents, Американцы yes, обеспокоены but we have, тем, куда in ушли fact, деньги. because, Будет ли очень строгий 67 учет came того, like a куда weapon. ушли деньги? It came Кажется, through the есть border, некоторые it's вопросы о checked, том, and it's fixed есть ли коррупция или by продано военное everybody, оборудование. and we Нет, не shared может it быть. not Мы once получили за 3 with, года 100 миллиардов with, от США. American Это на side, бумаге, в and документах. 40 Но на самом деле, 1.5 67 пришли в виде оружия. Они прошли через границу. Они проверены и учтены. И мы не раз делились этим с американской стороной. И 41,5 это была прямая финансовая поддержка бюджета. Опять же, это открыто, это оцифровано, это открыто и это бесплатно. И, пожалуйста, если кто-то захочет проверить это еще раз, мы в этом открыты. Последнее, господин президент. Как вы думаете, ваши отношения с Дональдом Трампом, президентом Трампом после сегодняшнего дня могут быть спасены? Да, конечно, потому что это отношения больше, чем с президентом. Это исторические связи, крепкие связи между нашими народами. И поэтому я всегда начинал с того, чтобы поблагодарить ваш народ от нашего народа. И это самое главное. И, конечно, благодарен президенту и, конечно, Конгрессу. Но прежде всего, вашим людям. Ваши люди помогли спасти наших людей. Люди прежде всего, право человека прежде всего. Это очень-очень важно. И мы благодарны. И я имею в виду то, что мы очень хотели иметь только крепкие отношения. И я уверен, что у нас это будет. Господин президент, мы польщены тем, что вы спасли это интервью. Большое спасибо за время. Большое спасибо.